Всем привет! Я решил сделать еще одно видео, посвященное методу Валерия Морозова. Вот. Так. В данном методе кубик собирается следующим образом. Сначала для себя мы выбираем два цвета противоположных. Эти цвета у нас будут выполнять роль базовых цветов. Я обычно выбираю белый и желтый цвета в качестве базовых. Первым шагом мы собираем на верхней грани комбинацию любую из белых и желтых цветов получается. То есть нам сейчас без разницы, как расположены серединки. Мы просто на любом слое собираем белые и желтые цвета. Ну, например, один белый. Я к нему подставляю второй белый. Теперь к ним я подставлю желтый. И так. Ну и вот здесь, например, я поставлю вот сюда еще один белый. То есть все, я собрал на верхней грани один желтый, 3 белых. То есть базовые цвета я сейчас не различаю, они для меня имеют один цвет. После того, как на верхней грани кубики базовыми цветами поставлены вверх, в данном случае у меня получилось 3 белых, 1 желтый, я переворачиваю кубик. То есть беру противоположную сторону. И на этой стороне у меня сейчас тоже задача перевернуть все кубики базовым цветом вверх. У меня 2 кубика уже стоит базовым цветом вверх. Мне остается перевернуть вот эти 2 кубика. Для новичков Валерий показывал вот такой способ. То есть мы берем кубик так, чтобы этот кубик смотрел базовым цветом в сторону. Теперь мы наклоняем и поворачиваем вот так. Видите, вот этот кубик соединился с вот этим кубиком. Все, поднимаем вверх. То есть вверх у нас в данном случае не ломается. Идем дальше. Теперь мы получили вот такую ситуацию. 2 кубика смотрят базовым вверх и 2 по сторонам. Опять же берем кубик. Вот так, чтобы вот этот смотрел в сторону. И опять повторяем ту же самую комбинацию. Отпускаем. Вот он у нас, кубик этот ушел. Теперь мы ставим его вот сюда. Опять объединились с этим. Так, убираем наверх. Опять же, верх не разрушился, а вот тут картина у нас поменялась. Продолжаем. Нам надо добиться такой ситуации, когда один стоит вот так, а один смотрит вот так. И в данном случае, если мы сейчас сделаем опять то же самое, только тут зеркально получится. То есть отпускаю этот слой, теперь заменяю вот этот кубик вот этим. И убираю. У меня получилась вот такая ситуация, когда 2 смотрят вверх и 2 смотрят на меня. С этой ситуации уже можно кубик привести к вот такому виду. Наклоняем вот эту грань таким образом, чтобы один кубик смотрел сюда, а один вот сюда, видите? Теперь поворачиваем ее вот так. А теперь эту грань мы возвращаем. То есть получается ситуация, когда 2 кубика смотрят на меня и 2 кубика смотрят от меня. Видите? А из этой ситуации уже выйти, то есть перевернуть все вот эти кубики базовым цветом вверх очень просто. В этом случае мы делаем следующее. Тут, если смотреть на эти элементы как на ребра, то есть попарно, то есть вот это первое ребро получается, вот это второе ребро, вот это третье ребро у меня, вот это четвертое ребро, то получается, что вот эти 2 ребра у меня собраны, а вот эти 2 ребра у меня как бы неправильные. Что тут делается?
здесь вот это одно неправильное ребро отпускается вниз. Вот видите, наверх стало одно целое, собранное ребро уже. Вот. Теперь я поворачиваю. То есть ставлю целое под целое и сломанное под сломанное. Вот сломанное под сломанное. И вот когда я поставил сломанное под сломанное, у меня вот на боках базовые цвета сошлись. Вот видите? И мне теперь достаточно просто вот этот слой повернуть на 90 градусов. То есть вот первый этап, вот, то есть на нижней и верхней грани мы все кубики поставили базовыми цветами вверх. Вот, видите? Так, теперь что мы делаем? Теперь мы делаем следующее. Мы полностью сейчас соберем белый слой. Вот, как это делается? Ну, вот здесь я вижу, что два кубика уже стало правильно, то есть вот красный к красному. Теперь мне осталось собрать еще вот два кубика. Так. То есть мне нужно объединить теперь, получается, вот этот кубик с вот этим, да. Но здесь получилось, что они объединяются достаточно легко. То есть мне вот этот кубик надо поставить вот так, вот оранжевым цветом. И теперь, когда я буду вращать вот этот слой на 90 градусов, на 180 градусов, вот, они объединятся. Так. И теперь мне просто остается перекинуть их вот на верхний слой. Ну, этот шаг, он достаточно простой, в принципе, как... Тут только надо соблюдать одно условие, когда вы собираете белый слой, то есть 4 вот этих кубика, вы можете вращать вот эти боковые стороны на 180 градусов, чтобы не нарушить положение базовых цветов. То есть, чтобы базовые цвета у нас всегда находились на верхней и нижней грани. Из-за этого мы вот эти слои вращаем на 180 только. И вот в данном случае у нас базовые цвета всегда будут смотреть только вверх. Вот, ну давайте снова соберем его. Вот у меня красный есть, ищу второй красный, вот бело-красный. Так, подставляю его, то есть использую только 180 градусные повороты. Ну а вот эти слои я могу вращать на 90, ну хоть как. Мне главное вот эти вращать на 180. Так, то есть слои, которые стоят вертикально. Так. И вот. Ну, здесь может получиться ситуация вот такая, да, когда вот эти два кубика, они вот простым поворотом не объединяются. То есть мне сейчас нужно... Вот одно ребро у меня красное собрано. Мне нужно собрать теперь оранжевое ребро, да. Напротив него стоит оранжевый цвет. Вот, оранжевое ребро. Вот. Но теперь получается так, что когда я ставлю этот кубик так, и вот этот кубик я ставлю сюда, они как бы неправильно соединяются. Вот, в этом случае можно сделать вот так. Я ставлю вот этот кубик оранжевым цветом вот так, и загоняю его, отправляю его на верхнюю грань. Вот. А теперь, когда я вот этот кубик согнал, у меня второй кубик вот этот спустился вниз. Так. И теперь мне достаточно его поставить оранжевым сюда и вот эту грань повернуть на 180 градусов. Вот они у меня соединились. То есть это достаточно легко. Тут ну, просто как нужно... Собрали одну пару, и потом собираете вторую пару, и объединяете их потом. И вот они у меня... белые кубики у меня стоят правильно. То есть красные, синие, оранжевая сторона и зеленая сторона. Вот. Когда у нас белая сторона собрана, на нижней стороне у нас получится так, мы смотрим, что у нас получилось на нижней стороне. На нижней стороне у нас получилось вот, что у нас зеленое ребро собралось,
а вот противоположно синее ребро, оно сломанное. То есть мы как бы сейчас мыслим парами. То есть вот эта зеленая пара, напротив нее стоит синяя пара. И вот здесь получилось синяя целая, зеленая целая, а синяя пара сломанная. Вот. То есть нам сейчас нужно сделать вот так. Вот, в этом случае мы поступаем так. Мы берем кубик и делаем вот следующее движение. Так, раз, два, раз, два, раз, два. Вот, то есть я, получается, этим движением поломал все эти пары. И вот когда их поломал, получается, то есть вот у меня, видите, зеленая пара сломалась, но зато собралась синяя пара. И если вот будем смотреть опять попарно кубики, опять на белом слое вот все пары поломались, то есть нет ни одной собранной пары. Так, а на желтом слое вот одна пара синяя целая. Вот. Когда мы пришли к вот такой ситуации, мы делаем следующее. Мы вот эту пару фиксируем, мы ее трогать не будем, и будем собирать вот эту вторую пару. То есть вот у меня синяя целая, а зеленая сломанная. То есть вот эти два кубика, чтобы собрать, я их должен обменять местами. То есть зеленый к зеленому поставить. Вот. Так как у меня вот это ребро сейчас будет зафиксировано, то есть я его не могу вот так ломать. Обычно я вот беру их пальцами и держу. Так, вот. Давайте вот соберем вот эту пару. Так как вот это ребро у нас вот это не двигается, то вот это ребро я могу собрать только на верхнем слое. Из-за этого я перевожу его наверх. Вот. Теперь мне нужно развести вот эти два кубика. Опять же, вот этот слой у меня не вращается, иначе я вот поломаю вот эту пару. Из-за этого я что делаю? Я поворачиваю вот это ребро, ставлю вот под тот слой, который поворачивается. И теперь развожу их. Вот. Развел. Теперь мне нужно вот этот зеленый поставить так, чтобы я смог его объединить с вот этим зеленым. Так, поворачиваю. Вот. Теперь вот этот зеленый я ставлю вот сюда, туда, где он должен стоять. Вот, убираю опять вниз, использую опять же, обратите внимание, 180-градусные повороты, чтобы не нарушить положение базовых цветов. Вот. Теперь смотрите, когда я его отправил вниз, он стал у меня зеленым вот так. Вот. Теперь мне надо вот этот зеленый подставить вот сюда и вот этот зеленый вернуть сюда. Вот видите, у меня вот эта пара тоже собралась, и мне теперь достаточно вернуть вот эту пару, то есть вернуть желтый к желтому, белый к белому. Вот, все. Если вот видите, как так, у меня все кубики угловые стали правильно, то есть собрались. Вот. Так, иногда может получиться ситуация, что когда мы собрали верхний слой, на нижнем слое у нас так, сейчас я смодулирую эту ситуацию. Так, иногда мы можем получить вот следующую картину. То есть, когда мы собрали кубики, белые кубики все, то есть вот, то есть верхний слой он собран уже. Вот, переворачивая кубик, мы на нижнем увидим, что у нас ни одно ребро не собрано.
То есть если в предыдущем варианте одно ребро было собрано, одно сломано, там зеленое собрано было, а напротив синее сломано, то здесь получается, что оба ребра сломанные. Ну, тут получается, если красное собранное, то противоположное там оранжевое будет. Или нам как бы без разницы, смотрим первое попавшееся собранное. Вот, в данном случае, вот когда у нас на нижней грани ни одно из ребер не собрано, мы делаем следующее. Мы берем, фиксируем одну пару. В данном случае это получается зеленая пара, потому что здесь зеленый и зеленый цвет. Так, мы ее фиксируем. То есть вот эта пара у нас как бы не расходится. И собираем вот вторую пару. Вот, представьте, что вот эти кубики, вот 3 кубика, они склеены и не двигаются. Вот. Теперь нам нужно собрать вот вторую пару. Делаем это. Опять же, на нижнем слое мы это сделать не можем, потому что у нас так как вот эти кубики, вот эти 3 кубика склеены, у нас вот этот слой не вращается. И мы вот это ребро можем поставить, перевести только наверх, получается, вот. У нас вращается в данном случае вот этот слой и вот этот слой, 2 слоя. Вот. Ну вот, получается, фиксируем вот эту пару, вот эту вторую пару, переводим наверх. Вот, перевели наверх. Теперь нам нужно эти 2 кубика развести, так как они стоят сейчас неправильно. Они должны стоять, поменяться местами, чтобы синий стал к синему. Вот видите, синий, синий. Из-за этого мы отводим наверх, вот, держим вот эту пару руками, пальцами, отводим вот вторую пару синюю сломанную наверх, поворачиваем на 90, теперь мы разводим их. Вот, развели. Теперь, ну тут вообще можно воспользоваться таким движением, которое я показывал. Так как мы сейчас их объединить вот этим поворотом у нас не получается, то есть вот они неправильно соединяются, мы делаем следующее. Мы берем вот этот кубик, поворачиваем синим цветом на нас и отправляем его вниз. Вот. Теперь, вот, когда мы отправили один кубик вниз, у нас второй желтый пришел вверх, и нам достаточно его поставить синим вот так, и вот этот кубик вернуть. То есть вот я их объединил. Вообще, вот можете поиграть сами, то есть по другим способом вы их просто не сможете соединить. Вот. И теперь, когда у меня вот одна пара собрана, я отправляю ее вниз, да. Вот. То есть опять вернул желтый к желтым, белый к белым. И что тут я получил? Здесь я получил следующее. У меня на нижнем слое синее ребро собранное, зеленое ребро сломанное. То есть вот одна пара только целая. На верхнем слое у меня все пары сломанные. То есть нет ни одной собранной пары. Вот видите? Вот. Вот эта ситуация, когда одно целое, 3 сломанное, мы, в принципе, уже в предыдущем варианте, по сути, ее выполняли. То есть теперь мы держим вот эту целую пару, фиксируем. Представьте, что вот эти 3 кубика теперь склеены. Можете даже взять скотч и приклеить их вот так. И попробуйте. И теперь вам надо собрать вот вторую пару. Вот. Опять же, так как у нас вот этот слой не вращается, потому что вот эти кубики склеены, мы можем их развести только... Нам надо их разбить и поменять местами. То есть зеленый получится вот. Вот. Опять же, фиксирую вот эту пару, отправляю вот эту пару наверх. Опять же, заметьте 180-градусные повороты вертикальных слоев. Вот. Теперь я их развожу.
Вот, теперь, чтобы они соединились, я должен вот этот кубик зеленым отправить вот так. Вот, теперь вот этот кубик второй желтый, теперь зеленым ставлю вот так. И теперь, когда я сейчас буду возвращать вот этот кубик наверх, они у меня, видите, собрались. То есть зеленый стал зеленому. Ну, опять же говорю, если вы вот эти три кубика склеите, то по-другому вы их просто не сможете собрать. Поэкспериментируйте. Это достаточно интересно. Вот. И все. Осталось вернуть желтый к желтым, белый к белым. Все. Ну, видите, вот все достаточно просто. Так. Теперь смотрите, вот, когда я собрал белую сторону и перевернул кубик, у меня там получилась такая ситуация, что два кубика, вот эти два кубика были собраны, а вот это ребро было сломанное. Я там делал вот такое движение. Вот давайте его проделаем на целом кубике. Ну, когда у нас углы, то есть собранные. Вот, раз, два, три. Вот. Вот это движение на собранном кубике, она меняет местами вот эти элементы. Вот видите, то есть у нас все пары вот сломались. Так, то есть у меня кубики вот по диагонали, они обменялись местами. На нижнем слое и... Ну, на белый, да, на нижнем слое и на верхнем слое. То есть, вот сейчас проделаем его снова. Раз, два, три. Видите, они снова собрались. И вот, проделав его еще раз, мы ломаем, то есть все вот эти все четыре пары. На верхнем слое вот эти две пары мы ломаем, и на нижнем слое тоже две пары ломаются, так как бы движение на верхней плоскости, оно полностью отражается на нижней плоскости. Вот смотрите, раз, два, три. Вот, видите, внизу все пары сломались, и вверху все пары сломались. Вот. И вот тогда, когда у меня на желтой стороне одно ребро сломанное, давайте сейчас это сделаем. Так, вот продолжаем. Вот, я смоделировал ситуацию, когда у меня белая сторона собранная, а на желтой стороне вот получил одно целое ребро, одно сломанное. То есть вот в данном случае получилось синее ребро целое, зеленое ребро, оно сломанное, противоположное. Вот, вот в данном случае, применив вот эту комбинацию, вот раз, два, три, вот, мы получаем, что у нас все пары сломались, вот на нижнем слое пары сломались, и на верхнем слое, когда вот происходила замена, тут у нас тоже вот эти две пары, они сломались, но когда они сломались, они дали вот одну целую пару, то есть два кубика вот объединились. И вот, когда у меня такая ситуация, то есть одно ребро целое, три ребра сломанных, я уже поступаю вот таким образом. То есть вот склеиваю вот это ребро и собираю второе ребро противоположное. То есть это в данном случае, если у нас это зеленое, то вот здесь мы собираем синее. Вот тут можно убедиться в этом, если посмотреть вот сюда и вот сюда. То есть тут два синих кубика нам надо объединить. А они сейчас объединены неправильно. Все, так как вот это у нас склеено, мы можем их только отправить наверх. Наверху мы их можем развести. И теперь вот этот кубик синим цветом загоняем туда. Вот этот кубик, который пришел наверх, ставим синим вот так. И вот возвращаем второй. То есть мы их как бы уже правильно соединяем и отправляем вниз. Все. Так, ну по сути вот. Попытался рассказать подробно, так, надеюсь, понятно. Ну, если вы обратите внимание, то вот эти
4 угловых кубика, они, если мы отбросим все средние слои, они по сути представляют у нас кубик 2 на 2. То есть все вот эти манипуляции, которые мы делали, они применимы вот к этому кубику. На любом кубе, на кубе любого размера, на 4 на 4, там, на 5 на 5, вот эти кубики, они угловые одинаковые. То есть различие в кубиках всех размеров только в наличии вот этих средних слоев. Угловых кубиков везде 8 штук, и они по сути вот представляют собой кубик 2 на 2. И вот из-за этого мы можем как бы для начала, если у вас есть кубик 2 на 2, тренироваться на нем. Вот, у меня есть замешанный кубик. Опять же, у меня базовые цвета белые и желтые. На верхней грани я сейчас скомпоную все базовые цвета. Ну вот у меня 2 есть. Вот тут еще вот 2 собранных вижу. То есть я вот на верхней грани собираю все базовые цвета. Переворачиваю кубик. Здесь у меня получилась вот такая ситуация, что так, 2 смотрят вот так. 2 смотрят вот так, да. Ну, в данном случае мне повезло. Вот искомая ситуация, когда один смотрит сюда, один смотрит в бок, она есть. Вот, в данном случае мы поступаем так. Наклоняем вот этот слой. Теперь вот этот кубик ставим вот сюда, объединяем. Теперь вот это собранное отправляем наверх. Оно сверху как бы собрался. И здесь вот нам нужная ситуация получилась, из которой мы уже на нижнем слое тоже вот эти кубики перевернем. То есть вот, опять же, мыслим парами. То есть вот первая пара собранная, вот вторая пара собранная. Эта пара получается сломанная, и эта пара сломанная. Вот, одну сломанную пару уводим на низ, вверх пришла целая. Теперь целая ставим под целое, вот видите, целое под целым. Так, и вот когда я делал этот поворот, у меня вот на боку сошлись вот эти базовые цвета, и мне достаточно вот повернуть. Все. Дальше я уже собираю белую сторону. Вот тут я сразу вот вижу, что у меня красный к красному стал. Так, теперь дальше я должен собрать оранжевый, получается, напротив. Все вот это как бы я могу не трогать. Опять же, представим, что они склеены у нас. Вот. Вот. Чтобы собрать вот эти два кубика, я должен их развести. Теперь вот этот оранжевым цветом загнать туда. Вот этот кубик оранжевым подставить вот так теперь, чтобы по обратным поворотам они вот сошлись. Все. Отправляю белый к белому, желтым к желтым. Вот. И здесь у меня получилась ситуация, что вот мы белый слой полностью собрали. Вот видите, белые угловые элементы. И здесь на нижнем слое получилось у меня так, что одно ребро собралось, в данном случае это красное, а противоположное оранжевое ребро у нас сломанное. Вот. В данном случае, опять же, мне нужно сделать так, чтобы у меня было собрано одно ребро, а сломано 3 ребра. Вот. Вот смотрите, у меня тут красное целое, оранжевое сломанное. То есть одно целое, одно сломанное, и внизу смотрю, красное целое, оранжевое целое. То есть 3 целых, одно сломанное. И теперь, если я сделаю вот эту комбинацию, раз, два, три, у меня получилось, что вот видите, красное сломалось, оранжевое сломалось, и вот тут тоже вот красное сломалось, но зато собралось вот это ребро. И вот, когда у нас одно ребро целое, а 3 сломанных, мы уже фиксируем вот это ребро. Но опять же, представим, что они склеенные. И собираем вот это второе ребро противоположное. Противоположное, да? Так, опять вот берем кубик вот так. Фиксируем вот это ребро.
Отправляем наверх. Теперь разводим вот эти два кубика. И теперь отправляем вот это красной стороной вниз теперь. Теперь вот этот второй кубик подставляем красным так. И вот объединяем их красными цветами. Все. Отправляем желтый к желтым, белый к белым. По сути все. Вот уголки у меня собрались. Ну вот. Вот это вот первый этап, который нужно сделать в методе Морозова. Так, ну вот. Про сборку уголков я рассказал. Так. Если что непонятно, задавайте вопросы. Так, чуть позже я попытаюсь рассказать про сборку ребер уже. Так, спасибо за внимание. До свидания.